Добро пожаловать на продолжение нашей конференции МОСТ. Сегодня мы услышим опыт спонсорства ГЭРРИ Б, трзв 56 лет, из Индианаполиса. Переводит Григорий Т. Добро пожаловать, Герри, добро пожаловать, Григорий. Пожалуйста, ваше время. Thank you. Спасибо. My name is Gary. I am an alcoholic. Меня зовут Герри, я алкоголик. My sobriety date is the 3rd day of December 1964. День моей трезвости 3 декабря 1964 года. That was the day that I was taken to the doors of a place called the Wyoming State Hospital that had one time been an insane asylum. Этот день меня отвезли в штатный госпиталь Вайоминга, который в свое время был дуркой. I had been drinking since I was effectively old enough. Гриша, вы пропали. I was being raised on a large experimental farm that had several people that worked there, and in the evenings they would all go down and drink. Я был выращен на специальной экспериментальной ферме, где люди работали в течение дня, а вечером все шли бухать. I would watch them, and I would watch my dad in particular, because he was a happier man when he was drinking. Я наблюдал за всеми ними, особенно я наблюдал за своим отцом, который становился веселее, когда он выпивал. And so I knew there had to be something magic in whatever that was he was drinking. И я понимал, что что-то волшебное должно быть в том эликсире, который он употребляет. So I found it necessary to break in a neighbor's house one day when I knew they were gone. Поэтому я счел нужным забраться к соседям в один прекрасный день, когда они ушли из дома. Because I had been there with my parents and had seen a pantry that had several different bottles of liquor. Дело в том, что я побывал у них в доме до этого с моими родителями и обратил внимание, что у них стоят полки с алкоголем. So I went in their house when they were gone and went straight to the liquor cabinet. Ну, поэтому я забрался и, конечно же, отправился прямо к этим полкам. And I sampled everything I could. Я перепробовал все, что у них там стояло. Some of it tasted terrible. Некоторые из этих вещей на вкус были ужасными. And after a few drinks, I didn't care what it tasted like. Ну, правда, после нескольких глотков всего этого меня уже не волновало, каково это на вкус. And there was something magic there, and I knew it. Go ahead. В этом действительно было что-то волшебное. I took some drinks, put the bottles back, and disappeared. I went home. Я отпил, поставил бутылки на место и слился оттуда, вернулся домой. And nobody found out that I had done that. Никто не узнал о том, что я это сделал. Later on, I'm in high school, and I found that I felt a lot better when I was drinking. Particularly, I could talk to the girls. А позже, уже в школе, я обратил внимание на то, что я чувствую себя гораздо более раскованно, когда я выпиваю, особенно когда дело доходило до бесед с девочками. It seemed to me to be a really good idea. А это было очень хорошей идеей. But I didn't have nerve enough to do that. I was scared. Ну, без алкоголя я боялся это делать. I watched the other guys talking to the girls, and go ahead. Я смотрел, как другие ребята беседуют с девчонками, не выпивая. But I just couldn't do it.
Но я не мог этого. At a sophomore in high school, I guess I was 16 years old. Когда мне было 16 Yeah. в школе. And I ended up going to a basketball tournament with two other boys. Я отправился на соревнования по баскетболу с еще парой ребят. And when we arrived at the town of the tournament, когда мы приехали в город, где проводился этот матч, the two other fellows knew two girls, and they came with us. И эти двое ребят знали двух девчонок, которые согласились поехать с нами. And so I'm sitting in the back seat with two girls. Поэтому, итак, я сижу на заднем сидении автомобиля с двумя девчонками. And couldn't talk to them. Но говорить с ними я не могу. We later wanted to get some alcohol. Мы решили выпить. And I went and found a man to buy us a bottle of Four Roses bourbon. Я нашел человека, который согласился купить нам дешевый вискарь, который назывался «Четыре розы». And we stopped and to buy some Coke. That's Coca-Cola. Мы заехали, купили Coke для тех из вас, кто понимает двусмысленность этого, уточняю, Coca-Cola. And we went out in the country to drink. И уехали в поля выпивать. They passed the bottle around to me, and the first time I took a slug, I took a couple of swallows and passed it on. Ну, бутылку стали передавать по кругу. Первый раз, когда я взял ее в руки, я сделал 2 глотка и передал дальше. When it came around again, they took it away from me. I was drinking it, and they took it away from me. Второй раз, когда она попала ко мне в руки, они вынуждены были забрать ее у меня, потому что как только я ее взял в руки, я сразу стал пить без остановки. I had the most wonderful experience then I'd ever had in my life. И я испытал самое потрясающее чувство в своей жизни. I was really more fascinated with the girls I was sitting next to. Я был абсолютно очарован этими девочками, которые сидели рядом со мной. And I made a grab at the one next to me. И даже схватил одну из них. And she slapped me around pretty good. И за что огреб от нее как следует. But I'm still proud of that grab. Но я до сих пор горжусь тем, что я тогда позволил себе такой смелый шаг. They got a little tired of me, and they took me to a truck stop to drink coffee. Они устали от меня и отвезли меня на одну из остановок для грузовиков, где можно было выпить кофе. And at the coffee shop, I got into an argument with a cowboy. Там в кафешке я поссорился с каким-то ковбоем. And he hit me a lot worse than that girl did. И от него я огреб гораздо хуже, чем от этой девочки. And that effectively is the sum total of my social drinking. И вот это суммарно сводится к тому, как я пил, ну, если это можно назвать, на социальном уровне. And they took me someplace, and I don't remember where. I woke up the next morning, and I was in pain, and I was sick. And I couldn't wait to do it again. Они куда-то меня отвезли. Я пришел в себя, у меня все болело, меня тошнило. Но я не мог дождаться, чтобы снова вернуться к употреблению алкоголя. That's the sum total of my social drinking. Вот так я пью на том уровне, который у других людей называется нормальным. From that point on, as a teenager, I didn't want to do anything if there was no alcohol around. I always wanted to drink. С этого момента я больше никогда не хотел ничего делать, если там не был замешан алкоголь.
I continued to drink. I graduated from school, sort of, I did, and spent a short time in the Army and managed to not get in trouble drinking in any of those cases. Я умудрился закончить школу, потом провел недлительный период времени в армии, и за все это время я продолжал пить. И правда, все это время я умудрялся избегать неприятностей, связанных с тем, что я бухал. I returned home from the Army, and I had a girlfriend I'd had a lot of time. Her name was and still is Julie. Я вернулся из армии, а у меня была подружка, ее звали, по-прежнему зовут Джули. And I am a year older than she. Я на год старше, чем она. And I got home from the Army, and Julie was in school that day. I called the school and told them that I was her dad. And we had an emergency, and I wanted to pick her up at the north door of the high school. You got it? Я вернулся из армии, а она в этот день была в школе. Значит, что сделал я? Я позвонил в школу и сказал, что это ее отец, и что у нас здесь срочная ситуация, форс-мажорная, и что мне надо забрать ее из школы. So, when she came out the north door and saw me there, she got in the car anyway, even though she was expecting her dad. Поэтому, когда она вышла за дверь и увидела меня, она все равно села в машину, хотя ожидала своего отца. So that tells you something about her. Ну, это говорит вам кое-что о ней. Eventually, make the story short. She graduated from high school later, and I went back, finished in the Army. I came home, and we started dating again. That kind of went on. Она закончила школу, я пошел, дослужил в армии, и когда я вернулся уже на этот раз постоянно, мы с ней стали встречаться регулярно. Cut this short. I think, well, we ended up getting married young. I was 19, she was 18, and pregnant, and мы рано поженились. Мне было 19, ей было 18, она уже была беременна. And we promptly went ahead and had 3 beautiful girls. И у нас подряд, и, как говорится, шустренько, у нас 3 прекрасные дочери были. In 1964, Julie had asked me to leave the house because of my drinking. В 1964 году Джули попросила меня уйти из дома из-за моего пьянства. And so I moved in with the Ham's beer distributor. Я переехал жить к человеку, который поставлял пиво, фирма Ham's. And I thought it was a great move. Я считал, что это прекрасная дислокация. But 3 days later, he threw me out. Но через 3 дня он меня выгнал. I found out something. A night came when I tried to call Julie. И вот по вечерам, когда я пытался звонить Julie, and I told her I wanted to come see the kids. И я сказал ей, что хочу вернуться, приехать посмотреть на детей. And she said, "Come on home." Она сказала, приезжай. And when I got there, her father was there. Я приехал, а там был ее отец. And that was a long night of talk. И это был длинный вечер разговоров. The talk was about what do we do with Gary. Разговор был о том, что делать с Гэри. And the decision was made that I was to go to the Wyoming State Hospital, which at one time was an insane asylum. И было принято вот тогда-то решение, что я поеду в госпиталь штата Вайоминг, который, как я уже ранее говорил, был в свое время дуркой.
And so my father-in-law took me to the bus. Мой зять отвез меня на автобусную остановку. And I took the bus and went to the Wyoming State Hospital. Я на автобусе приехал в госпиталь. I was diagnosed as a chronic alcoholic. Мне дали диагноз хронический алкоголик. And they kept me there for 16 weeks. И меня там продержали 16 недель. I was introduced to Alcoholics Anonymous. Я впервые познакомился там с анонимными алкоголиками. And I was in a men's ward of maybe 30 older. Туда и привозили туда, собрание анонимных алкоголиков проводили там. They might be having trouble hearing us. It's probably back now. Anyway, and we had to go to an Alcoholics Anonymous meeting, or we had to change wards. I couldn't stay in the alcoholic ward. И у нас не было, в общем-то, опции. Мы должны были посещать эти собрания или уходить из этого отделения. I was by far the youngest AA member there at that time. В это время я был самым молодым членом сообщества анонимные алкоголики. And I really was uncomfortable when they talked about God. И я должен признаться вам, что мне было некомфортно, когда они начинали говорить о Боге. My parents, that was just never part of my growth. Это никогда не было частью того, как я рос, и мои родители никогда не имели никакого. Что анонимные алкоголики, а если бы я отказался посещать эти собрания, то меня бы перевели в другие отделения, а я видел пациентов в тех отделениях, поверьте, я не хотел быть там. I went home 4 months later. Через 4 месяца я вернулся домой. Got off a bus in Cheyenne, Wyoming, my home. Вышел в городе Шайен, штат Вайоминг, это мой дом. And a policeman gave me a ride to where Julie was staying. Полицейский отвез меня туда, где Джули жила. That's not the first time that policeman gave me a ride. Это не первый раз, что полицейский меня куда-то отвозил. The next morning, there's a knock on the door of their house, and I'm sent to the door to talk to this fellow. На следующее утро стук в дверь, и какой-то человек стучится. Я подхожу, открываю дверь. He said his name was Jim, and he said to me, "You're not doing anything tonight, are you?" My understanding then is I didn't have a choice. Тогда я так понял, что выбора у меня нет. And that was my first AA meeting outside of the nut house. И это было мое первое собрание за пределами дурки. For years, I was the youngest AA member to show up at AA meetings. В течение многих лет я был самым молодым членом сообщества, во всяком случае, в тех краях. And we went to Laramie. I went to AA meetings in Laramie. There were 2 meetings a week. У нас было 2 собрания в неделю, которые проходили даже не в Шайен, а в близлежащих городах. And I was with that AA group for 3 years.
В течение 3 лет я крутился вот именно с этой ээевской группой. They met 2 nights a week. Они встречались 2 раза в неделю по вечерам. And I don't recall them ever talking about the 12 steps. И я не припомню, чтобы они хоть раз говорили про 12 шагов. There was one member of the older member of that group was a man named Frank. Был один более старший член этой группы, звали его Фрэнк. The only time I remember talking about the steps, Frank said he thought the 3rd step was really important to him. Единственное, что я помню, однажды Фрэнк сказал, что, в упоминании шагов, Фрэнк сказал, что 3-й шаг для него был очень важен. He said that he had never done anything but taken the 3rd step. Он сказал, что он никогда ничего не делал, кроме того, что сделал 3-й шаг. And he had been sober then longer than he had ever been in his life. И к этому времени он был трезвым самый долгий период времени в его жизни. The following Saturday night, Frank came down drunk. В следующую субботу Фрэнк пришел, и он был бухой. And I said, I'm not messing with that 3rd step. И я понял, что с этим 3-м шагом опасно затевать что-то. Needless to say, that changed later. Я думаю, что нет необходимости говорить, что это все изменилось позже. When I finished college and moved to Denver, я закончил университет и переехал в Денвер, штат Колорадо. I attended an AA meeting, a young people's group. И я пошел на собрание группы молодых людей, она так и называлась, группа молодых людей. When I arrived there and I thought I could tell them how to do this thing because I was 4 years sober. К этому времени я был 4 года как трезвый, и я думал, что я смогу им рассказать, как это делается. And they discovered I had no experience with the steps, and so they weren't listening. Но они быстро обнаружили, что у меня нет никакого опыта с шагами, поэтому меня никто не слушал. They were. I understood. What I learned then was that the AA program is the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Я понял, до меня наконец-то дошло. Я пришел к пониманию того, что программой анонимных алкоголиков являются 12 шагов. And they were explaining it to me that there was something more than what we had on the walls. They were something I was supposed to do, not just talk about. И мне было объяснено, что это нечто большее, чем вот тот плакат, который мы вывешиваем на стене, что от меня потребуется действие. And I remember one time I made some remark about couldn't I take those 12 steps and avoid the 3rd step? И я помню, как однажды я выразил такую гениальную мысль по поводу того, что как насчет, если я сделаю вот все вот эти шаги, но каким-то образом смогу избежать 3-й шаг. And То, что делаем мы. Гриша, извини, пожалуйста, вы пропадаете, последние минуты вас не было слышно. They couldn't hear us last minute. У вас плохая связь, вы периодически пропадаете на полминуты. We're not on mute or anything. Can you hear us now? А сейчас нормально? Сейчас слышно. Когда вы говорите, вас прекрасно слышно, но раз в несколько минут вы пропадаете, то на 10 секунд, то на 20. Не знаю, что сделать по этому поводу, но давайте попробуем дальше. Это... Окей. Go on. It's that damn thing over there. Okay. And it's going now. Okay. What happened from there to think
the Denver Young People's group was really quite large. Probably 50 or 60 of us would kind of show up together. We met twice a week. Эта группа молодых людей в Денвере была достаточно большой. В ней было человек 50-60, и мы встречались тоже дважды в неделю. The Wednesday night meeting was a discussion meeting. The Sunday night meeting was a speaker meeting. По средам это было дискуссионное собрание, а по воскресеньям это было спикерское собрание. The speaker meeting was held at a club, an AA club. Спикерский митинг проводился в ААевском клубе. The meeting room was large, and I think everybody there had smoked cigarettes. И это проводилось в большой комнате, и тогда все курили. And if you were standing at the front of the room trying to talk, you could hardly see the back of the room because of the smoke. И если ты стоял в одной части комнаты, то когда ты говорил, ты не мог видеть другую часть комнаты из-за дыма. But in that room, I heard so many of the speakers talk about their experience with the higher power. Но именно в этой комнате я услышал опыт многих спикеров об их взаимоотношениях с высшей силой. And many of them had something, I could see a difference in their program. И у многих из них я видел разницу в том, какой была их программа, в отличие от того, что было у меня. During this time, a young man got out of prison. В это время один молодой человек вышел из тюрьмы. His name was Don Pritz. Его звали Дан Приц. Hope some of you met him. He'd been to Russia. Yeah, but this was quite a while ago. Most of them didn't, but they've heard about it. Oh, okay. Он сказал, что он надеялся, что, может быть, кто-то из вас с ним встречался, поскольку он знает, что Дан в свое время был в России. But when he got out of prison and came to the young people's group, we decided, he made it clear that the program was the 12 steps. Он, выйдя из тюрьмы, когда он стал ходить на эту группу, он абсолютно четко констатировал тот факт, что программой являются 12 шагов. So our AA group were meeting in a house out in the country, and I think there was probably 30 men and women in this meeting. И мы на этом собрании, где мы встречались вот дискуссионном, там собиралось человек 30-40. Это был загородный дом. And we read through the big book just like it's laid out. И мы читали большую книгу, так как она написана. I fully understood I was alcoholic. Я полностью понимал, что я алкоголик. And I was beginning to believe in a higher power. И я постепенно начал верить в силу более могущественную. Somewhat. And so as we talked about the first step and then the second step, we came to the third step in the big book. И вот так, постепенно беседуя о первом и втором шаге, мы добрались до третьего шага. And one of the members there, a man named Lee, said he thought we all ought to hold hands and pray the third step prayer together. И один из мужиков там, которого звали Ли, сказал, что он думает, что будет хорошая идея, если мы все возьмемся за руки и прочтем молитву третьего шага вместе. He said he wanted to do that because he'd been attending several meetings talking to AA members who had not taken the third step, and so they had done no more in the step work. Он сказал, что хочет сделать этого, поскольку беседовал с людьми, которые дошли до этого места, но никогда не двинулись дальше. And he wanted us to join hands and pray the third step prayer together. Поэтому он и предложил, чтобы мы взялись за руки и прошли молитву третьего шага вместе.
By that time, there was 14 men still in the meeting. The women had disappeared. К этому времени из всех людей, которые начинали все это вместе, осталось нас 14 человек, все женщины исчезли и часть мужчин тоже. Of the 14 men that took that step together, of that 14 men that did it, 13 of us are either still alive and or died sober. Из 14 человек, которые сделали вот этот третий шаг вместе, 13 либо еще живы и трезвы, либо умерли трезвыми. One of us, a man named Eddie, один из мужиков, которого звали Эдди, he was a one-legged alcoholic. Он был алкоголик с одной ногой. And every time he'd go out and get drunk, he'd lose his wooden leg. Кстати, каждый раз, когда он ходил и напивался, он терял свою деревянную ногу. And we had to go help him find it. И нам приходилось каждый раз вместе помогать ему искать ее. But after we all said that prayer, Eddie went out and drank and froze to death in the doorway. После того, как мы прошли молитву третьего шага, Эдди все равно пошел, он напился и замерз в эту ночь. So we didn't go look for his leg. Так что нам больше не приходилось искать его ногу. I left that meeting that night that we prayed. Когда я ушел с этого собрания после молитвы, and when I got in the car, I asked God to make that third step real. Я сел в машину и попросил Бога, чтобы он вот эту молитву третьего шага учел, так сказать, и сделал ее реальной. Because at that point I was about 4 years sober, and I still woke up every morning with the hole in my belly and the wind blowing through it. Потому что, будучи 4 года трезвым к этому времени, я каждое утро просыпался с вот этим вот ужасным ощущением дырки в животе и ветер, продувающий насквозь. I asked God to make that prayer real, because I couldn't stand it much longer. Я больше не мог так жить и попросил Бога, чтобы Он реализовал эту молитву для меня. Following night, I attended another AA meeting, and go ahead. На следующий день я пошел на собрание анонимных алкоголиков. And a meeting I never usually attended. И это было собрание, которое я обычно не посещал. In the meeting, I sat down next to a man named Big Frank McKibben. Я сел на этом собрании рядом с человеком, которого звали Big Frank McGibbon. He was a very big man. He was a bully drunk and a bully sober. Он был совершенно огромный дядька, и он был таким бандюганом. Он был бандюганом, когда пил, да и, в общем-то, бандюганом, когда не пил. His way of explaining the steps to him, it was either his way or the highway. Его объяснением 12 шагов было очень простое. Либо делаешь, как я, либо вали отсюда. We sat through the meeting. After the meeting, he and I sat back down. После собрания мы с ним сели. And after the meeting, we said the Lord's Prayer, and everybody left but Frank and I. И вот после молитвы все, в общем-то, разошлись, кроме меня и его. Мы вдвоем остались. After the meeting, for some reason, Frank and I both sat back down. И по какой-то причине, как я уже сказал, мы сели на те же места, где мы сидели, рядом друг с другом. And I looked at him, and I told Frank, I says, you don't scare me one damn bit anymore. Я посмотрел на него и вдруг ни с того ни с сего сказал ему, что, ты знаешь, я вот должен тебе сказать, ты меня вообще вот не пугаешь ни разу. Я тебя не боюсь. He laughed like crazy, threw his arms back, hugged me, and that's when I thought I was going to die. Он засмеялся, схватил меня в охапку, обнял, и вот в тот момент я подумал, что я сейчас умру.
что моя задница не касалась сиденья. Я словно в воздухе парил. I got home that night, and Julie had gone to an Al-Anon meeting. Я пришел домой, а Джули пошла на собрание анонимных. And I was to tuck our 3 daughters in. А я должен был уложить, кстати, на Аланон она пошла, извиняюсь. А я должен был уложить наших дочек спать. I went and kissed youngest daughter. She was asleep. Я поцеловал младшенькую, она уже заснула. Went to the oldest daughter, and we talked for a minute and kissed her goodnight. Поговорил со старшей, поцеловал ее, пожелал ей спокойной ночи. Went into the middle daughter's room, and she was crying. Пришел к средней дочери, зашел к ней в комнату, а она плакала. At 3 or 4 years, she had been diagnosed with ulcers. Дело в том, что когда ей было 3 или 4 года, у нее обнаружили язвы желудка. And I went down and got her a glass of milk. Я пошел, принес ей стакан молока. And took it up to her, hoping that would take away some pain. Надеялся, что это поможет ей как-то полегче. At that time, I had been working for people who prayed a lot and prayed for healing. И, кстати, в это время так получилось, что я работал в компании, где люди, которым она принадлежала, они часто молились. И часто молились за чье-то здоровье. And I asked my daughter if she would like to pray. Я спросил свою дочь, согласится ли она помолиться вместе со мной. And she said, yes, please. И она сказала, да, пожалуйста, давай. So I put one hand on her stomach, and one hand we held hands. Мы взялись за руки, и я положил одну руку на ее животик. And I said a prayer. И я помолился. Don't know what I said. I didn't know how to pray then. May not know now. Я не знаю, что я тогда сказал, я не умел молиться, да и, скорее всего, не умею и сейчас. But when I finished the prayer and opened my eyes, she was asleep. Но когда я закончил молитву и открыл глаза, она спала. So I went downstairs and that was it. Я пошел вниз дома, и, казалось бы, на этом все закончилось. 3 or 4 months later, через 3 или 4 месяца I came home from work. Я пришел домой. And came in the house, and Julie was fixing green chili. Я пришел домой, а Джули как раз в этот момент готовила зеленый чили. Это такая острая мексиканская еда. You've had green chili. Yeah. And you smell it when it comes at this door. It's made from chili peppers and things, and it's wonderful. But we were all coming into work, and you could smell that wonderful pepper. That's spicy. Это пахнет совершенно потрясающе. Когда входишь в дом, сразу чувствуешь запах, но это очень острое блюдо. And as the girls were walking in, the oldest girl said, well, what's Patty going to eat? Когда девочки вошли, старшая спросила, а Пэри, средняя, а что она будет кушать? And Patty said, I can too eat. My tummy hadn't hurt for a long time. Пэри вдруг ответила, что я могу тоже это есть, потому что у меня живот уже давно не болит. Do what you want with that. Что хотите, то с этим и делайте. Просто история на, так сказать, на учесть. The girls and I still talk about that time. Девочки и я до сих пор вспоминаем эту историю. I think at that time with the young people's group, we were learning so much about the steps, and we just kept growing. It kept getting bigger and bigger. More and more people were coming in. We had young people coming from Kansas into Denver, Colorado. That's what, maybe 550 miles for our Tuesday night meeting. Go ahead. Мы продолжали работать по шагам, мы продолжали изучать шаги, и группа продолжала расти. И к нам приезжали люди, которые находились за 700 километров от нас, из Канзаса. Из Канзаса. Kansas, yeah. Anyway, we were just more and more involved in going through the book and the steps.
it was changing a lot of young people's lives. And it's not that we knew what we were doing, we were just following what the book says. И мы продолжали работать по шагам, и было видно, как меняются жизни многих-многих молодых людей. И я не могу вам сказать, что мы вот знали, что мы делаем, но мы видели, что это работает, потому что мы просто следовали тому, что написано в книге. I had the opportunity to move from Denver, Colorado to Indianapolis, Indiana. Потом у меня появилась возможность по работе переехать из Колорадо в Индиану. And I was really kind of thinking about it and what it was before that happened. And I got a call from a guy in Nashville, Tennessee. So I would take I'm messing that up. I moved to Indianapolis. Я переехал в Индианаполис. After a lot of prayer and concern. I think after prayer and thinking about it. And I went to the Denver Young People's Group meeting one night. And trying to remember how this worked out. And I told him I was concerned about going out there. Я пришел однажды на собрание, потому что я много молился и раздумывал по поводу своего переезда в Индиану. Пришел на собрание в Денвере еще и сказал, что я вот, так сказать, терзаюсь, не знаю, что делать. And I told them that I was praying on whether to go, and they offered me a job there. И я молюсь, потому что мне предложили там работу. And I was still hesitating about going. Но у меня по-прежнему были какие-то сомнения относительно того, стоит мне ехать или нет. And one of the ladies at the meeting said, I think you need to go. That beats hell out of a bolt of lightning. И она сказала, что я думаю, что тебе стоит поехать, потому что, вместо того, чтобы ждать, что молния сверкнет. And so we moved out here, and this was a very different community than Denver. Мы переехали сюда, и это оказалось это очень отличающимся местом от Колорадо. Would attend AA meetings here. Я посещал собрания анонимных алкоголиков здесь. And I could find no meetings where they talked about the 12 steps. И я не мог найти собрания, на которых бы беседовали о шагах. And I was a stranger from out of town, and they thought I was real strange for talking about those steps. Я, разумеется, поскольку я был, так сказать, приезжим откуда-то из другого города, на меня вообще смотрели как на человека странного, когда я начинал говорить про шаги. I became friends with an AA member, a lady. Я подружился с одной женщиной здесь в анонимных алкоголиках. Who had maybe 6 or 7 women, and she was taking all of them through the book and the 12 steps. У которой было 6 или 7 подопечных женщин, которых она вела по большой книге. And I said, where are the men that do that? Я спросил, где мужчины, которые делают то же самое. And she says, I don't think there are any. Она сказала, я не знаю никого здесь, не думаю, что здесь такие есть. So most of the AA meetings here then were speaker meetings. Основное количество собраний, которые здесь было, они были спикерские собрания. And I was a new guy in town, and I spoke at probably 40 or 50 of those AA meetings. Поскольку я был новенький, меня звали спикерить, и я поспикерил где-то на штук 40-50 разных собраний. And they hadn't heard about the AA I was bringing. А они не слышали о том AA, о котором я рассказывал. When one night I got a phone call from a man. Однажды вечером мне позвонил один человек, who had heard me talk about those of us that took the steps together. Он слышал, как я рассказывал о том, как вот тогда 14 человек, которые сделали вместе
вот, молитву третьего шага, как мы все двинулись по шагам вместе. And he wanted to put together a group of us to do that again. И он хотел, чтобы мы сколотили такую же группу здесь. And we had a small group of men, 8 of them. И мы собрали небольшую группу, 8 человек. And we did the same thing. We went through the book and the steps and we prayed together. И мы сделали все то же самое, что мы делали там. Мы вместе двинулись по шагам, двигались по большой книге, вместе молились. Of that group, one man disappeared. Из этой группы только один человек исчез куда-то. I hope he didn't freeze to death. Я очень надеюсь, что он не замерз насмерть. But the rest of us have gone on through the book and kind of made it their mission in life to carry the book and the steps to all the alcoholics they could. Все остальные же, пройдя вот этот путь, как бы сделали своей миссией продолжать нести это дальше. And the interesting about that is Indianapolis didn't have many people even talking about the steps other than that small group of women. Что самое интересное, что на тот момент в Индианаполисе не особо много кто говорил о шагах, вот за исключением тех женщин, которых я ранее упомянул. So the group of men of us that went through the books together, they were excited. And 2 of them went out and put together maybe 8 or 10 people. Так вот, поскольку теперь уже появилась и мужская группа, и многие, так сказать, были по этой теме прям вот разгорелись, что называется, 2 ребят вместе собрали еще одну группу, и там уже собралось человек 10. In about 4 years' time, they called those step gatherings workshops. И вот эти вот, так сказать, собрания групп, где люди двигались вместе по шагам, были названы рабочим цехом. And it came to a point where I guess maybe there were 25 or 30 workshops going on in the Indianapolis area. И в течение буквально короткого времени одновременно можно было найти 25-30 разных вот таких двигающихся по шагам в городе Индианаполис. So now I am 55 years sober. Итак, а теперь на 55 годах, да. And I go to AA meetings, and it's fun now because most people have forgotten that I was the guy that brought the steps here. И сегодня уже люди подзабыли, что, в общем-то, получилось как бы, что вроде как я притащил сюда шаги. And that's a good thing. И хорошо, что забыли. For my ego. Для моего эго. And so today, my life has changed some. We still like to be active in AA. We thank God for Zoom. Сегодня моя жизнь, разумеется, уже не та, что была. Она кардинально изменилась, и я по-прежнему стараюсь быть активным в сообществе. Слава Богу, что есть Zoom. Indianapolis now, there are more and more AA meetings, meeting in person. И все больше и больше сейчас вот снова наконец-то возвращаются к тому, что снова стали встречаться вживую. Very cautiously because of the COVID. Ну, стараемся быть осторожными, разумеется, в связи с ковидом. With that. So AA is the workshops are now on Zoom meetings. И многие вот эти вот рабочие цеха двигаются в Zoom. And the steps seem to be as important and wanted and needed. Шаги по-прежнему все так же нужны, все так, их люди все так же хотят этого. Now than ever before. Даже больше, чем раньше. You think? Yeah, I think so too. Life today is mostly Zoom meetings. My wife and I are here. She suffers from Parkinson's disease. Мне приходится проводить очень много времени в Zoom, потому что у моей жены Паркинсон, у Джули. So I have become better skilled at cooking.
Я приноровился, стал лучшим поваром, washing dishes, стал лучшим посудомойщиком. cleaning house. Ну, Anyway. And still have a wonderful fellowship with a group of men and women here in town that have been a blessing to all of us. Talk about your sponsor. Oh, you want me to talk about my sponsors? Okay. Thank you. Sponsor. Okay. Hopefully. Sorry, I didn't do that. No. When I was in Denver going through the steps and that, Немножко о спонсорстве, да, теперь. Когда я еще был в Денвере, двигался по шагам. Okay. I heard about people sponsoring other people. Я слышал про спонсорство, что люди спонсируют других людей. And I had asked a man named Ralph Kokkonen. Я попросил человека по имени Ральф Коконен быть моим спонсором. So clearly he was a Finlander. Он был из Финляндии, без финнов не обойтись. And asked him to be my sponsor. But he knew nothing about the 12 steps. Но он не знал ничего про шаги. But he knew a lot about helping alcoholics. Но он знал много чего о помощи алкоголикам. And he would come get me for lunch. Он приезжал, забирал меня на обед. And at work, and he would take us to a noon meeting. Мы ехали на собрание в 12 часов дня. And then after the meeting, and that's winter, it was very cold, and the meeting was the car was parked a long way from the meeting. И на собрании нам приходилось парковаться достаточно далеко от того места, где это было, а зимой очень холодно. So when I got in the car, I shivered the whole way to work. И поэтому, когда мы садились обратно в машину, я приезжал и трясся прям вот весь путь обратно на работу. That night, after I was home from work, вечером, когда я возвращался домой, the doorbell rang. В дверь позвонили. And I opened the door, and it was Ralph. Я открыл дверь, а там стоит Ральф. And he said, Gary, I'm a salesman, and I can't go home till I make a sale. Он сказал, Герри, я продавец, и я не могу пойти домой до тех пор, пока я что-то не продам. And he's taking his coat off, and he said, quick, give me $5 for my top coat. Он сказал, он снял пальто вот на таком холодине и сказал, дай мне $5 за пальто. And that was my first coat, my first top coat, and how I got it. И это впервые, и вот так я получил свое первое пальто в Денвере. And he would find ways to help other alcoholics, men and women. Он умудрялся помогать мужчинам и женщинам. A lady had moved to Denver from Indiana with her little boy, and she hadn't had a job yet, and she had enough money to get into a small apartment. Была женщина, которая переехала со своим ребенком, у нее не было денег особо, но она сняла маленькую квартирку. And Ralph would go out and buy groceries. Ральф ездил и покупал ей еду в магазине. Take them to that girl's house, knock on the door and run, leave the groceries. Он оставлял их возле двери, стучался в дверь и убегал. She figured out who it was. Она в конце концов поняла, кто это. And that was his way of sponsorship. He just knew to love people and help them. Вот он спонсировал вот таким вот образом, да, он просто старался любить людей и заботиться о них. Later then, when the young people's group was doing steps, а позже, когда уже вот денверская группа двигалась по шагам, I had another man for a short time as a sponsor, a step sponsor. На короткое время у меня был один человек, который, можно сказать, был моим спонсором по шагам. But we really didn't have time to do anything because he died of appendicitis. Но, к сожалению, мы так и не успели ничего особенно сделать, он умер от аппендицита.
'77, after we moved into Indianapolis, В 1977, когда мы переехали в Индианаполис, I knew a man in Chicago named Paul Martin. я знал человека в Чикаго, которого звали Пол Мартин. And he was a step Nazi. Он был нацистом шаговым. And I called him knowing he could help me. Я позвонил ему, потому что понимал, что он может мне помочь. And he asked me to write another inventory. Он попросил меня написать еще одну инвентаризацию. And bring it to Chicago. Приехать в Чикаго. And he told me where to get a motel room. Он сказал мне, в каком отеле остановиться. And that I had to be there by, 6 o'clock on a Friday night. Я должен был быть там к 6 часам вечера в пятницу. So I did what he said. Я сделал то, что он сказал. Shortly then after, a man knocked on my door. Как только я приехал, через короткое время кто-то постучался в мою дверь, я открыл, там был человек. And he said he was sober in AA for 29 years, and he was here to trade fifth steps with me. Он сказал, что он трезвый в анонимных алкоголиках 29 лет, и он пришел, чтобы обменяться со мной 5 шагами. He came in, took out his inventory. Он вошел, достал свою инвентаризацию. Notebook. And started to read his inventory to me. Он стал читать свою инвентаризацию мне. And it was interesting because he had written a lot of stuff I had written in my inventory. И что было интересным, что он написал очень много чего у себя, что было написано у меня. That included our behavior. Это включало в себя наше поведение. And too much infidelity. И, к сожалению, измены. And so I was surprised, but he started that and was looking at his errors with all of that. And when he was finished, I shared my inventory with him. Но он специально начал, чтобы показать мне, как это делается. И потом, когда он закончил, я поделился с ним своей инвентаризацией. We compared notes. Мы, что называется, сравнили наши пописушки. Yeah, because I had discussed things that he missed. И я обсудил с ним вещи, которые он упустил. And he caught things I missed. А он словил все то, что поупускал я. That was the first man. By the following Sunday on that weekend, I had done that with 9 other AA members. Чтобы вам было понятно, это был первый человек. К вечеру воскресенья, этих выходных, я проделал эту процедуру с 9 разными людьми. Sunday morning, I met 4 of them for breakfast. В воскресенье утром я встретился с 4 из них на завтрак. And they asked me to take my notebook out again. Они попросили меня достать мою инвентаризацию, мою тетрадочку снова. And they remembered so much of my inventory. Они умудрились запомнить огромное количество вещей из моей инвентаризации. They asked me what kind of amends I owed each of them. И они поинтересовались, в курсе ли я, как я буду возмещать ущерб, кому я должен его возместить. Some of them had difficulty believing that I had been sober for 20-some years and never made amends. Некоторые из них не могли поверить, что я к этому времени, будучи уже почти 20 с лишним лет трезвым, умудрился избежать процесса возмещения ущерба. That group believes that those of us who go back out after some significant sobriety go back out with unmade amends. Эта группа людей абсолютно твердо верит в то, что те, кто уходят в срыв после достаточно длительного периода трезвости, это, как правило, люди, у которых есть незавершенные девятки. I think that's true. Я считаю, что это правда. So anyway, I had a list of people I owed money to, and I had to get going on, had to do something.
И у меня был список, у меня были список людей, которым я был должен деньги и прочее. Поэтому я понимал, что мне пора двигаться в этом направлении. I told Julie that we had to take care of that, and she agreed. Я рассказал Джулии о том, что нам надо сделать, и она согласилась. She was with me when I was borrowing money and writing bad checks, etc. Потому что ее позиция была, что она была вместе со мной, когда я занимал деньги или выписывал фиктивные чеки. So we spent time. I would come home every payday and try to pay some of those regular bills and some of our amends. И поэтому мы стали наблюдать за нашим бюджетом. Каждый раз я получал зарплату, приходил домой, часть мы отдавали на жизнь, часть мы пытались выкроить для того, чтобы закрыть какие-то из своих девятых шагов. Very difficult. Очень трудно. One night I came home after doing that, and I told Julie that I don't think I can ever make enough money to pay these amounts. Однажды я пришел домой, и, честно говоря, я был расстроен к этому времени всей ситуации. Я сказал, ты знаешь, у меня ощущение, что мне никогда не удастся заработать достаточно денег, чтобы расплатиться со всеми. The next morning I came down from work. If you get ready to go to work, I'm sorry. На следующий день я собрался идти на работу. And she said she had an idea. Она сказала мне, что у нее есть идея. She said I had had a good job for 11 years. And I had saved money through the investment account, 401k. Она сказала, что ведь у меня была неплохая работа в течение последних 11 лет, и я умудрился сохранить деньги на пенсионную тему. And Julie suggested that we could sell the house and we could cash in my retirement, have enough money to pay all the amends, and go buy a trailer house. И она предложила, чтобы мы продали наш дом, взяли вот эти вот пенсионные деньги, и таким образом мы сможем расплатиться со всеми, а себе мы сможем купить вагончик, в котором сможем жить. And I called, and I came home, and she said we could buy a trailer house and live there and take care of it. I told Paul about that the next night. I said, how crazy does that sound? Я рассказал об этом Полу на следующий день и говорю, разве это не безумие? And Paul said, that's the sanest thing I had ever said to him. А Пол сказал, что это самое благоразумное, что он когда-нибудь от меня слышал. And he said, was it my idea? Он спросил, была ли это моя идея. And I said, no, it was Julie's. Я сказал, нет, это Джули. And he said he thought so. Он сказал, я так и думал. So we did that. We sold the house. It took a few months to do that and get it ready and that. But we sold the house, paid off all the amends. I owed some big money to a couple of AA members who had helped us out. And as it turned out, when I repaid them, they had been caught in a bind and needed the money. Итак, заняло несколько месяцев, прежде чем мы смогли все это оформить, продать дом, но потом я смог расплатиться, и было, кстати, пару человек, в анонимных, которым я задолжал большие суммы. И вот что интересно, как раз тут в то время, когда я с ними расплачивался, и тот, и другой оказались в ситуации, где им очень нужны были деньги. So I was calling the AA members I owed, and it turned out some of them owed money that they needed to pay too, and it was kind of a miracle for all of us. И я вот звонил людям, отдавал им деньги, выяснялось, эти люди для себя определяли, что они тоже кому-то там должны, и это, в общем-то, послужило такой волшебной волной девятых шагов. So anyway, we sold the house, moved into a mobile home. Так мы продали дом, переехали в вагончик. And then we moved into a house, and this is the second house. So. И вот теперь мы уже в нашем, можно сказать, втором доме. Anyway, the sponsorship I got from Paul.
Спонсирование, которое я получил от Пола, was really very strict. He wanted to make sure we're in the step, but he wanted me to carry my message about making the amends. Пол был достаточно жестким, потому что мы постоянно были в шагах, но при этом он хотел, чтобы я продолжал нести весть о необходимости 9 шагов. Paul had been sober a very long time. In fact, when he died, he had 64 years of sobriety. 64 or 63? Something like that. Close enough. Он умер с 63 или 64 годами трезвости. So he would get other people with long sobriety who had not made amends and wondered why they were feeling so bad. И поэтому к нему часто обращались люди с большими сроками трезвости, которые никак не могли понять, почему они себя так хреново чувствуют. И, как выяснялось, у них у всех были незаконченные 9. One day I got a call from Paul. Однажды он позвонил мне. That a person, a well-known AA member in California, по поводу того, что один очень известный член сообщества анонимных алкоголиков в Калифорнии, but he did a lot of AA talks around California, который много спикерил в Калифорнии, and he had called Paul because he had financial problems. Он позвонил Полу, потому что у него были серьезные финансовые проблемы. And so Paul had me just talk with him on what happened when Julie and I made our amends. И Пол попросил меня рассказать этому человеку, что мы с Джулией сделали, когда дело дошло до моих финансовых возмещений. And I told that man that had he not that, we not done that, I can't imagine how we got. I was lucky to stay sober through all that. И я рассказал ему о том, что до сих пор не представляю, как так получилось, что я умудрился остаться трезвым, не сделав это ранее. So anyway, the man in California made some amends and got them done. He might have made them all, we don't know. But he would call me and we'd discuss them and then we'd do that. Then he stopped calling and we later learned that he'd had a heart attack and died. Ну вот этот человек, он начал двигаться, делать 9, он обращался ко мне регулярно, потом он исчез в какой-то момент. Позже мы узнали, что у него был сердечный приступ, и он умер. And Paul said, well, at least he got some of them done. А Пол, на что Пол сказал, он хотя бы хоть некоторые из них успел сделать. Paul had no idea how many people Paul sponsored, but he stopped doing the circuit speaking. Пол продолжал спонсировать до самой своей смерти, но в какой-то момент перестал спикерить, ездить. Because I still talk about making amends. Пол сказал мне, что я не могу останавливаться, поскольку следует продолжать говорить о возмещении ущерба. So now we're living, we're sober, have wonderful friends like Gregory. You need to say that. And life's good. It's better than I ever dreamed. And How many people you sponsor? About half of them. Okay. Спонсирую приблизительно половину от тех, кто попросился. That's the best answer. I don't know. I don't know. What's the sponsorship to you? Huh? What? Tell them about the sponsorship. What do you do for a sponsorship? Oh, but I think the major thing for a sponsor is to get the sponsees through the 12 steps. Я считаю, что основной работой спонсора является провести спонсируемых по шагам. That's the main thing I try to do. Это основная вещь, которую я пытаюсь делать. But I like to, you still end up
helping people with their personal problems. Ты все равно так или иначе будешь помогать людям с разного рода проблемами, включая их персональные проблемы. As well as making amends, etc. Ну и, разумеется, с тем, как возмещать ущерб. When you came in, talking to a man who was writing another inventory. Когда вот я приехал, я как раз, говорит, я беседовал с человеком, который сейчас пишет инвентаризацию. He's 34 years sober. У него 34 года трезвости. And he was telling me that he was writing principles inventory. И он пишет инвентаризацию по принципам. I call that old ideas. Я их называю старыми идеями. Principles are old ideas that we live by. Это идеи, это старые идеи, на основе, которые мы берем за основу для нашей жизни, в котором мы живем. Whether they're good for us or they have us trapped. Хороши они или нет, это еще большой вопрос. I sponsor people all around the country. Я спонсирую людей по всей стране. One of them was also sponsored by Paul Martin. Один из них, которого тоже Пол спонсировал в свое время. And so he and I will swap inventories. Мы с ним обмениваемся инвентаризациями. 10 steps in the most part. But в основном 10 шаги. Not all that much depth. I don't get newcomers. У меня давно уже, какой-то период времени уже не было новичков. Somebody 55 years sober over is considered an oddity, I think. Я думаю, что тот, у кого 55 лет, наверное, говорит, считается каким-то там, не знаю, заоблачным динозавром в анонимных алкоголиках. But the biggest thing about Alcoholics Anonymous, as far as I'm concerned, is it hasn't changed. Но основная вещь относительно анонимных алкоголиков, это то, что анонимные алкоголики не меняются. I think AA is the first place I saw and continue to see people loving one another, whether they like it or not. Это то место, где я продолжаю видеть, как люди любят друг друга, нравится им это, что называется, или не нравится. And I hope that's everywhere that you and I talk here and we do these things. I think it is. Я очень надеюсь, что так везде в анонимных алкоголиках, где бы я не спикерил или кто-то из вас. I don't think I have much. И я, честно говоря, на этом, в общем-то, и заканчиваю. Так что спасибо вам, что послушали. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Герри. Спасибо огромное.